Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. У нас вместе с Оксаной сегодня такой челлендж ежегодный, который называется «Время фиячить». По традиции я взяла раскраску «Дыхание весны». Мне ее как раз-таки Оксана дарила. Ссылка на канал Оксаны в конечной заставке, так что проходите, потом обязательно смотрите, что же она раскрасила. У нас нет никакой привязки к количеству иллюстраций, даже где мы раскрашиваем, чем, сколько, в общем, как угодно. Главная тема — это просто пораскрашивать что-то на тему весны. Ну вот и я выбрала эту раскраску. Так, и сейчас минутку, закладку ведь сделала. В общем, я выбрала для себя вот эту иллюстрацию. Мне вообще раскраска эта нравится. Я, кстати, тоже такую Оксане потом подарила, насколько я помню. Но далеко не все иллюстрации, поэтому, конечно, вряд ли я ее когда-нибудь буду заканчивать. Но и сейчас все меньше и меньше здесь остается иллюстраций, которые мне нравятся. Вот. Хотя тут немного раскрашено. Вот, например, вот эту я раскрасила. Так, что еще тут? Кстати, интересно так полистать. Я уже даже забыла. Так, вот это. Еще это раскрашено. Уже начинает разваливаться, к сожалению. Это плохо. Но тут как бы без вариантов. Такая. Еще вот эта, та была акварелью полностью, это карандашами. И, кстати говоря, я люблю очень раскрашивать карандашами. Акварелью, в принципе, тоже, но карандашами я люблю раскрашивать больше. Но знаете, здесь такая гладкая бумага, что вроде бы все карандаши, вот я смотрю, да, здесь и полихромосы, и другие какие-то, ну и нормальная цветопередача все. Но все-таки тут, наверное, надо раскрашивать или полностью акварелью, или делать акварельную подложку и полностью потом перекрывать все карандашами. Я пока не определилась, потому что мне все-таки хочется... Я начну, знаете как? Наверное, я начну акварелью раскрашивать. Именно как полноценно и с прицелом на то, чтобы потом доработать карандашами. Но если что-то пойдет не так, то тогда это будет акварельная подложка, а потом полностью карандаши. Наверное, так. Сейчас посмотрим, раскрашено здесь что-то еще или нет. Ну, да, вот здесь просто в конце. Вот это мне не нравится. Это какой-то, и вот это вот не нравится. Это такой закос под Джону Бесфорд. Вот это вот. А так все остальные вполне себе. Не, хорошая раскраска. Я, в общем, довольна. Вот это мне не нравится. Но это опять же стиль Джоны Бесфорд. А я, как вы знаете, ее не люблю. Хотя у меня много ее раскрасок. Ну, покупала же, как и все тогда. В общем, приступлю я к раскрашиванию. Возможно, сделаю какое-то включение. Может быть, если будет желание, пораскрашиваю на камеру, но это не точно, и даже, скорее всего, на камеру раскрашивать не буду. А включение, может быть, сделаю. Ну, или уже в конце просто покажу вам готовый результат. В этом челлендже других у меня иллюстраций не будет абсолютно точно. Я выбрала для себя одну. По крайней мере, листочки
будут чисто акварелью. Мне понравилось, как у меня получается. Я использую вот эти оттенки и желтый. Это Vista Artista. И знаете, я все-таки все больше убеждаюсь, что в плане акварели в кюветках Vista Artista это точно мой вариант. Вот. Очень люблю. Мне просто нравится, как акварель ложится на бумагу, как все это выглядит. И цвета очень красивые. Все-таки «Белые ночи» мне нравится только вот то, что распадается на несколько оттенков. Потом пастельная неплохо и перламутровая. А вот такие стандартные цвета, я понимаю, что это я погорячилась, когда стала приобретать. А Vista Artista это, конечно, классно. Но я и к карандашам акварельным тоже от этого производителя отношусь очень хорошо. Подошел к концу наш челлендж. Ну и вот результат. В целом я довольна. По большей части все раскрашено акварелью. Доработка карандашом была прям минимальная. Ну, во-первых, я использовала призму черного цвета, это Виолетта мне дарила. Ну вот буквально немножко там добавляла тени. Вот в уголках я добавляла Vista Artista оливковый. Полихромосы, 2 оттенка вот здесь, но это буквально тоже чисто вот затемнить. Единственное, где я использовала много карандаша, это волосы. Я сначала сделала акварельную подложку, а потом уже поверх карандашом. На фоне акварель, Vista Artista и перламутровые «Белые ночи». Вот здесь вот «Белые ночи», ну, которые там с грануляцией, или как они там называются, и Берлинга карандаши вот по краю, там, если где-то что-то я пропустила, я доработала. Вот, а так все это именно акварель. Хотя я вот думала, что как-то не получится, сомневалась, но в целом меня все устраивает. Ну вот еще карандаши, это Дервенты платье, то есть акварельная подложка, но я так и задумывала, что волосы, платье так и будет. Тут вот немножко затемнила. Но это прям везде совсем по минимуму. Ну, так, с обратной стороны протекло. Даже я когда не подкладывала бумагу, вот видите, сюда попало несколько капель. Но я этот цвет все равно буду на фоне использовать, так что ничего страшного. Так что в целом я результатом довольна. Я, знаете, только хотела добавить гелевую ручку по краям. Использовала Fix Price, вот, которые с ультраблеском. В итоге новая ручка и не пишет. Но я покупала тогда первый раз, когда мне понравились, и я взяла еще одну упаковку. И вот когда до нее дело дошло, такая ерунда. Пришлось выдувать сюда. И уже, конечно, даже вот этой вот кисточкой для акрила наносить по контуру было сложно. И я просто поверх акварели всех стрекозок закрасила. Ну, я считаю, как бы и хорошо, и не будет пропадать паста, потому что ручка была полная. Вот сюда добавила блестки луч. Ну, вот сейчас вот подсохло, я пока ездила в магазин. Ну что ж, я всех поздравляю с 8 марта. Кто отмечает, потому что я, как вы знаете, не люблю такие праздники по гендерному признаку. Но всех, кто этот праздник любит, я поздравляю. Ну и, конечно, с приходом весны всех. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения,
уютных раскрашивательных вечеров и до скорой встречи. Всем пока-пока!